Ты предложил поговорить сегодня на такую тему, как последствия развода. Часто, когда отношения заходят в тупик, и кажется, что развод это наиболее простой выход, Единственный, кажется, да, что вот все. да, единственный, что ждут очень большие разочарования, потому что последствий у развода гораздо больше, и нужно понимать изначально все трудности, все тяготы, и миллион раз взвесить, стоит это того или все-таки легче починить, чем выбросить. Ощущение на момент развода, мне казалось, что все достаточно в радужных красках было. Что вот найдется тот, кто меня оценит, кто меня полюбит. Как бы я понимал, что, может быть, и не полюбит никогда, и я не смогу полюбить. Но мне казалось, что все равно, договориться можно. И как-то, что все, с чистого листа, все классно. Но потом, когда приходилось делать какой-то выбор, я думал, о чем мне никто не сказал об этом. То есть вот эти розовые очки, когда я их снял, мне было очень сложно. Как у тебя было, расскажи. У тебя это тоже второй брак. У тебя есть свои переживания. Расскажи твои надежды. Сначала о надеждах. Как ты думала будет? Что будет происходить? Ну, вообще, разводясь, я думала так, что довольно-таки нормальную имею внешность, у меня хороший характер, я веселая, я не делаю мозги, и у меня совершенно не будет никаких проблем с тем, чтобы построить хорошие отношения, крепкие, создать семью, просто заново, что вот я разведусь и выстроится огромная очередь, и я буду просто выбирать. Вот такие были у меня ожидания. Аналогично. Я видел, что есть достаточно много красивых женщин, кажется, эрудированных, образованных, с какими-то там, с чувством такта, и так далее и тому подобное. Я думал, это не проблема. И какое же было мое удивление, когда я узнал, что такое демо-режим. У меня вообще не было такого деления на режимы. Я не считаю, что есть демо-режим, но я соглашусь с тем, что мы все склонны припрятывать какие-то свои скелетики и себя максимально приукрашать на первых этапах знакомства, потому что из желания понравиться мы очень часто выдаем желаемое за действительное. И даже парень может сказать, что меня ни капли не беспокоит то, что у тебя была какая-то жизнь до меня, что у тебя есть ребенок. Но когда вы начинаете строить отношения, появляется очень много проблем и сложностей. И оказывается, что на самом деле, когда об этом говорил, он не понимал всех нюансов. Как бы у нас получается первый пункт, как строить дальше отношения. То есть, когда человек узнает, что ты уже был женат, была замужем, у тебя есть дети, это создает на самом деле проблему, да, хотя в теории, типа, там не проблема, женщина с ребенком или мужчина с ребенком, это звучит страннее, как бы на слух, не режет так глаз, но в жизни намного сложнее. Как у тебя было ощущение, когда были ли у тебя случаи, я знаю, что были, но я для зрителей, да, как это было, когда на тебе условно готовы были жениться, и когда узнавали о том, что ты либо уже была, наверняка, что была замужем, да, знали изначально, но когда вопрос стоял ребенка и все остальное, как это все происходило? Были случаи, когда человек изначально говорил, вот просто конкретный пример, вот сайт знакомств, мы знакомимся на сайте знакомств, человек максимально занимает сразу активную позицию, давай, здорово, давай общаться, обмениваемся контактами, договариваемся о встрече, и причем, что очень много инициативы, и даже так удивительно. Мы обмениваемся соцсетями, я, например, подписываюсь на него,
Он заходит ко мне на страничку, видит у меня фотографии ребенка и просто говорит, что, извини, я не готов строить отношения с девушкой с ребенком. Но в данном случае это меньшее из всех зол, и на самом деле я была очень благодарна за честность. Для меня лучше со старта сказать, то есть это похвально, что человек трезво оценил свои возможности и честно признался сначала: я не готов. Это здорово, потому что гораздо хуже, если в начале человек говорит, что нормально как-то, да, конечно, это непривычно, но я там попробую, все. Ну и потом через какое-то время говорит, что я переоценил свои возможности, сори, как бы это чуть грустнее, но это тоже бывает. Это говоря о том, что вот нюансы, когда у тебя есть дети. Но даже если у тебя нету детей, вы знакомитесь с молодым человеком, он один из первых вопросов, как правило, расскажи о своем опыте отношений, когда были последние отношения, из-за чего расстались и так далее. И все равно есть такое понимание, что, конечно, в разводе виноваты оба всегда. И вот скажи свою сторону, в чем была твоя ошибка, почему вы развелись. Вот, очень много таких вопросов задают. И на самом деле, когда это больная тема, и когда ты прошел это, то это довольно сложно, что приходится каждый раз поднимать. И, грубо говоря, если у тебя есть какой-то там период свиданий, и одно свидание, второе, и каждый раз задают этот вопрос, и каждый раз на него отвечаешь, немножко уже испытываешь усталость от того, что опять мне нужно рассказывать эту историю, опять мне нужно это вспоминать, проживать, и нужно быть к этому готовым, когда ты разводишься, что этот опыт, грубо говоря, тебе придется довольно часто извлекать и озвучивать. Не так, что вот я забыл, и все там, я не хочу об этом говорить. Имеешь право занять такую позицию, но при этом как бы ведь человек спрашивает это для того, чтобы достичь определенного уровня взаимопонимания и хочет узнать твою точку зрения, как ты видишь эту проблему. И поэтому, если хочется честности и открытости, то придется честно говорить на многие очень нежелательные темы. Ну и вопрос еще такой, отношения вот партнера, будущего мужа, жены, да, то есть уже поженились, а как ты жил до этого? Почему что ты развелся, развелась? Да, конечно. Как вот это? А если еще и дети, или с обеих сторон, как у нас, да, у меня 3, и у тебя, да, у нас 4 на 2, и то есть не все могут пройти. Ну, я думаю, что это настолько сложно, мы не будем здесь озвучивать чего-то личного такого, но в целом, ну, очень сложная тема, и если вы думаете, что вот так все просто, прям нет. Плюс еще дуешь на воду уже. Я как по себе, по крайней мере, сужу. Я уже стал бояться. То есть я попытался, начал общаться с кем-то, я понимаю, что нет, мне стало страшно. Я просто понимал, что я не могу жениться, я боюсь. И даже были моменты, ну, как бы в отказ полный, я понимал, что нет. Вот сегодня она такая, а вот поженимся, через месяц станет такая. Как дальше будет, да? И мне прям страшно. И я хочу передать этот страх, если вы думаете реально, мужчины, парни, что вот просто так взял и потом там женился, нашел там, прям нет, это так не работает. Увы, но прям вообще так не работает. Я бы тогда хотела сказать, девушки, если вы думаете, что желающих жениться вагон и маленькая тележка, это большое заблуждение. Особенно вот мы немножко уже задевали тем там христианства, и мы христиане, и уже вот, ну, я вот несколько лет назад покаялась, но все-таки есть такая проблема, что в церкви вообще не так-то и много ребят свободных, особенно когда у тебя уже там был опыт такой, как правило, тебе уже там далеко за 20. И ребята в этой категории уже чаще всего женаты. У христиан принято жениться пораньше. И среди тех, кто есть, готовых жениться очень мало. У многих может быть запрос на отношения, что я как бы готов там начать встречаться, но это может длиться и год, и 2. Но вот то, что человек действительно готов и хочет создать семью,
Такого очень мало, что давай вот общаться, давай узнавать друг друга. И есть случаи, когда люди встречаются просто даже по 5 лет, и ничего так и не происходит, никакого серьезного решения. Я просто как будучи девушкой, вот ты живешь, ждешь этот момент, что он сделает тебе предложение. Но такого бывает очень мало, потому что вообще, в принципе, это сложно решиться и взять ответственность, тем более в современном мире сейчас, когда, ой, для меня штамп в паспорте ничего не значит, зачем тебе это надо? Ну ты же была уже замужем, ну ты же видишь, что штамп ничего не спасает, он ничего не гарантирует, ну давай не будем начинать эту тему, ну все же нормально, ну, давай просто вот там встречаться, все. А для девушки важно вот это ощущение, что он выбрал меня, что он обозначил перед государством, перед обществом, перед Богом, что я выбрала эту женщину, это моя женщина, я беру за нее ответственность и какое-то чувство защищенности. И, конечно, уровень напряжения у девушки заметно спадает, когда ей хотя бы делают это заветное предложение, что мне не столько важно, то есть у нас это эмоционально воспринимается, мне важно чувствовать, что ты меня выбрал, мне важно это знать. Не просто так, что мы живем и друг другу по сути никто. Вот. Ну, вот девочка, с которой он живет, например. А говорю, это вот как в мире. Вот. Либо есть пары, когда просто встречаются, и вот на долгие годы и иногда у девушки сдавается обида, что ты так долго меня морозил. Вот, поэтому, конечно, есть очень много сложностей и в том, чтобы за тебя другой человек взял ответственность. А потом, например, бывают случаи, что он готов, но его родители: ой, ты собрался жениться на разведенке, ты еще с ребенком, сынок, мы же тебя не для такого растили, мы хотим своих внуков, найди девочку молоденькую, женись на ней, она тебе родит детей, ну зачем брать уже вот эту вот женщину с багажом во всех смыслах? И тоже очень часто не принимают ваши отношения, и это тоже накладывает сложности, что не каждый готов это принять такой выбор своего ребенка. Мы плавно перешли ко второму пункту, ну, условно, виртуально второй. Мы не делали с тобой чек-лист какой-то, мы просто хотели на эту тему поговорить, но о родителях. Ну вот представим даже, что уже поженились. Мы приезжаем к тебе домой, а у твоей мамы на стене фотографии, где ты с твоим бывшим мужем. Ваша свадьба, вот они висят там на покуте, как говорится, в красивом месте, в рамочке, там семейные фотографии, где родители, где вы, свадьба, все остальное. Потом какие-то семейные праздники, ваши совместные фотки, вот они висят на стене. И это тоже отдельная тема. Отдельная тема, которая вносит свои коррективы в отношения. Тебе могут сказать, что ну вот смотри, вот ты не первый, вот, может и не последний, да, и так далее. И это может быть все, что угодно. Некоторым родителям просто вообще сложно воспринимать уже выбор своего ребенка всерьез. А если вот говорить о христианских семьях, то там вообще развод очень большой удар для всей семьи, особенно если кто-то был в служении, потому что нужно мало того, что у тебя боль и разочарование от предательства, и при этом, вот, например, твои родители, от которых, ну, конечно, не то чтобы поддержки, а просто какого-то понимания хочется, но они в этот момент заняты переживанием своего горя, что это такой позор, как так, это
я вот воспитывала таких детей, вот была в рейтинге успешности, там, что молодец, молодец. И тут как будто бы, когда разводится мои дети, даже взрослые, что это попадает какое-то черное пятно на семью и уже говорит о том, что ты что-то делал не так, лишают там в некоторых случаях какого-то служения, либо просто меняется отношение. И это всегда уже есть такой козырь в руках у твоих недоброжелателей сказать, ну, а что ты тут будешь вообще говорить? Вон у тебя дети развелись. Да, это сильный удар для родителей, конечно. Последствия, конечно, и для самих большие. Ты коснулась немножко вот насчет служения. Также хочу сказать, что если у тебя было служение какое-то в церкви, Бог прощает. Если даже ты не виноват, ты уже имеешь проблемы. Если ты виноват, это еще хуже. Но, допустим, даже ты не виноват. Когда мы несем служение в церкви, Бог прощает, а люди не забывают. Скорее всего, тебе придется распрощаться с этим пожизненно, Да. наверное. Никто никогда этого не забудет. Ну, скорее всего. И это больно. У меня был момент, когда я терял служение. Это больно через года. Да, иногда приходится, выбирая личное счастье, отказаться от очень важных вещей. К сожалению, получается, что как будто бы ты выбираешь либо одно, либо другое. И тяжело принять то, что даже если, грубо говоря, вот есть определенные обещания, клятвы, которые вы даете друг другу, женясь, и даже если не ты нарушила эту клятву, но ты Послевкусие остается, что остаешься, грубо говоря, под этим вот проклятием развода, и больше навсегда тебе нету доступа к серьезному служению, потому что ты разведен, и никого не интересует, кто был прав, кто виноват, ну, даже просто для профилактики. да, просто, да. И особенно, ну, это касается, ну, не только церкви, наверное, везде это имеет свое влияние, но в церкви, наверное, это особо. Ну, и еще в плане друзей, вот хотелось бы отметить, что после того, когда они узнали, что ты либо разводишься, либо ты развелся, часть из них может тебя хотя бы выслушать, часть остается с тобой, кто был близко и знал изнутри, поддерживал тебя какие-то моменты, и они с тобой остались и дальше. Но не маленькая часть даже тебя не слушает, даже не дают тебе возможности оправдаться. Я хочу сказать зрителю, если ты думаешь, что ты прав, вот с мужской стороны, да, что жена не права, все такое, вот я знаю, я вот всем докажу, расскажу, там еще что-то, у тебя там есть свидетельства какие-то там, я не знаю, переписки, там еще что-то, видео, фото, неважно, да, ты думаешь, что ты такой вот прям останешься героем. Не останешься ты героем, потому что большинство друзей даже не захотят слушать тебя. Они скажут, ну как, то есть нет. И не надо им твои доказательства, им ничего от тебя не нужно. Им проще отгородиться бетонной стеной от тебя, сделать вид, что ты для них и никогда и не был другом. И даже, ну, может быть, знакомый какой-то, левый такой достаточно, да, и все. Они тебе не дадут возможность оправдаться. Поэтому, если ты планируешь, что ты думаешь, разведешься, и вот как у тебя была тусовка, друзья свои в церкви, там еще где-то что-то, это не так. Ты потеряешь, наверное, большую половину, ты потеряешь без возможности оправдаться. И потом идет время, месяцы или годы, и тебе хочется кого-то из них догнать, там, потрясти за грудки, сказать, слушай, я тебе вот расскажу. Вот. Но ты это не делаешь. Это может быть моя боль. Это может не только моя боль. Мне кажется, что, ну, из того, что я видел, знаю, Да. слышал, это, ну, это проблема. Как у тебя было? Может быть, у тебя по-другому было, но вот у меня с мужской, ну, стороны и с тем, что у меня случилось, ну, мне было очень больно. Да, я где-то абстрагируюсь от этого, как бы, ну, ладно, все, живем каждой своей жизнью, но, тем не менее, вот, как бы вот эта ложка дегтя еще со стороны друзей, я не скажу, что это несправедливо, но все равно хочется, ну ты ж меня хотя бы выслушай, хотя бы один разговор. Вот один разговор я тебе расскажу. И когда нет даже одного разговора, тебе даже слова не дают, говорят, нет, спасибо. Тебя не банят, там, не блокируют, как бы, да, но говорить с тобой не хотят. Ну, как бы сложно.
Да, я понимаю тебя в твоем случае, когда многолетняя дружба, которая длилась даже не 5 и не 10 лет, и когда человек из-за твоего решения навсегда перестает общаться с тобой, конечно, это действительно серьезная тоже потеря. В моем случае у меня вообще в целом не так много было людей с которыми я общалась. Но я могу сказать, что для меня развод давался очень тяжело. Мы долго разводились, около года. И как бы я могу сказать, что, даже иногда, хоть мне удавалось держать фасад, на самом деле это была моя очень серьезная личная трагедия, такое глубокое, как я воспринимала это как личное поражение. Просто у меня были, когда я выходила замуж, очень такие идеалистичные представления, раз и навсегда. Семья — это моя большая ценность, я мечтала создать семью, и вот вроде бы как бы я считала, что у меня семья, и что бы ни случилось, мы справимся, я никогда в жизни не буду разводиться. Я была в этом уверена, что я выхожу замуж раз и навсегда. И когда у нас проблемы начали копиться, много было, и моя вина была тоже в том, что я замалчивала очень многие вещи, которые меня не устраивали, думая то, что я делаю благо для своей семьи, чтобы не возбуждать конфликт, я лучше промолчу. Моя политика была такая, что в итоге за несколько лет это мое молчание скопилось в гору претензий, которую мы уже не могли вывести, но и при этом все было осложнено и тем, что и с второй стороны тоже были, скажем, определенные очень неприятные вещи. В общем, вот еще вот больные отношения, и кажется, тебе удастся все исправить, вывести это, и не получается. И вот для меня развод было то, что я не справилась, у меня не получилось. Я не смогла. Вот я это так переносила, что это моя вина. Вот. И я подавала на развод. Это было мое решение, вот поэтому я считала, что я виновата. Хотя, мой мотив был сберечь ребенка от деструктивных отношений, чтобы он не видел того, что происходило между нами, и не травмировать психику ребенка. И, конечно, у меня было очень много боли. И когда с кем-то встречались из знакомых, вот из друзей, наверное, всегда наше общение сводилось к тому, что я рассказывала, как мне больно, как я страдаю. И мои друзья, они сказали, что, знаешь, как бы мы вот не собираемся выслушивать этот весь негатив, вот от тебя столько боли, это очень неприятно, давай, короче, когда ты будешь в норме, тогда вот звони. Тогда приходи. Да, вот. И здесь тоже такое, что, я не могу, вот, я не в состоянии вот эту выслушивать, вот этот весь этот поток жалоб, вот. И поэтому получается, что как будто бы родители говорят, я ж тебе говорила, как бы уровень поддержки сводится к тому, что этого и следовало ожидать, мы таки знали. Родители, друзья говорят, это все слишком сложно, вот, давай когда будешь в норме, звони. Окружение тоже много там, просто смакуют эту новость какое-то время, вау, это такой, как сказать, инфоповод мощный, и где-то перемывают вам, и ты как будто бы сидишь в этом всем шуме тотально одинок. Твои отношения просто, на нуле, твои надежды рухнули. Все твои мечты и планы, все просто как бульдозером переехали. Это все очень-очень больно, при этом вот у нас в нашем случае получилось, что как бы и какие-то неприятные эти моменты, там какие-то оскорбления, и ты понимаешь, что мы просыпались вместе, мы засыпали вместе, этот человек знает обо мне все.
и я должна потом просто жить и делать вид, что вот мы чужие. И, кстати, проводили исследования о том, как проживается развод. То, что наш организм испытывает тот же уровень стресса и боли, как при смерти человека. Но чем это хуже, чем смерть? Когда человек уходит из моей жизни, я проживаю это горе, потерю, мне нужен какой-то период смириться с этим горем, мой организм вот этот уровень стресса проживает, потом приходит принятие, я отпускаю и впускаю в свою жизнь новую и живу дальше. Но после развода каждый раз практически, по крайней мере, первое время, встречая своего партнера, а в случае, если у вас общие дети, приходится видеть его. И, грубо говоря, моя психика Снова и снова. его прожила, оплакала как потерянного. Но это то же самое, что видеть, грубо говоря, покойника раз за разом. Это то, что вот как будто ты похоронила в своем памяти, в своем сознании, а вот снова встает перед тобой, и нужно понимать, что это будет раз за разом. Видеть этого человека, ну, по крайней мере, долгое время. Потом утихает все, но... Но такой вопросы, момент есть. они, да, в любом случае остаются. Когда есть дети, это вопрос учебы, да, Да, вот ребенок пришел, со школы принес оценки, и за четверть, например, хотя бы что, да, взять и скинуть его маме, да, что вот такие-то оценки он принес и так далее. И ну, нельзя взять, забанить, заблокировать, например. Какие бы там ни были отношения, ты вынужден их поддерживать. И да. ты сказала, да, что хорошо выразилась, да, что да, переживаешь и переживаешь это постоянно. Кому-то это больнее, у кого-то это уже ну, Отболела? отболело. Вот. Ну, я так думаю, что все-таки, да, ну, это ну, не выразишь вот так на камеру, не расскажешь, насколько это ну, Да. кринжово, что ли, Я да? это называю такой личный афган какой-то, боевые действия. Как будто бы ты возвращаешься с горячей точки, где вот вы проживали эту войну, вас рвало на части, на куски, ты потом иногда, часто бывает, и вот в моем случае, как после развода у меня начались симптомы посттравматического стрессового расстройства, флешбеки, все это было реально, то есть, ну, это травма, и это тебя меняет, меняет твое восприятие мира, и снова довериться кому-то очень сложно, невероятно, такой просто страх берет, что что-то повторится снова, ведь в начале всегда все хорошо. Было бы плохо, мы бы не женились бы, не выходили замуж. Вот. Так что и этот выпуск, он не столько вот про то, что как мы собрались вдвоем и просто как бы излить какую-то свою боль и переживание о том, что если есть какой-то шанс сохранить отношения, нужно хвататься до последнего. Даже если у вас как-то окажется, что вот вы далеко зашли, обращайтесь за помощью. Никогда не нужно бояться. Желательно, если это будет семейный психотерапевт, психолог, который сможет помочь, если это там служителя, душепопечители, какие-то духовные наставники, неважно, что если есть люди, которые могут помочь, нужно просить о помощи, что в этом нету ничего плохого. Лучше так, чем потом восставать из этих руин, это намного сложнее. И я бы сказала бы, что всерьез задумываться можно о разводе только если есть прямая угроза жизни. А там даже, какой бы он ни был, там, грубо говоря, если он просто такой человек, которому тяжело свои эмоции контролировать, просто взрывной, с этим можно работать, можно научиться навыки. Вот есть куча курсов по работе с гневом и так далее, когда можно это контролировать, можно с этим работать. Даже если мужчина просто эмоциональный сухарь, можно опять же, можно его научить говорить с тобой о чувствах. Ну, понятное дело, что здесь должно быть желание двух. И если партнер готов ухватиться за эту соломинку, вот давай обратимся за помощью, давай. И он
скажут там, давай, все нужно всегда за любые возможности. Даже вот при решении отпустить, что 100 раз подумать, чем придется тебе за это заплатить. И если это все-таки стоит того, то есть, ну, действительно, вопрос жизни и смерти, Ну, как ты тогда, сказала, угроза жизни, ну, прям, ну, вот, наверное, ну, и то, как бы, скажем так, что наша цель, наверное, в этом видео, да, показать больше негативную сторону, точнее не то, что избирательно негативную, а что на самом деле происходит правдиво. К сожалению, это негатив. Да, уже отдельное видео мы выпустим, мы расскажем, ну, о нас и так далее, да, то есть у нас есть видео на канале, где мы что-то рассказываем, но именно последствия развода, они обычно представляются радужными, как все будет красиво, шикарно. Это абсолютно не так. И это еще мы не касались вопроса детей. да, что Это сложностей отдельная очень много. тема. Да, когда с нами живут дети, и у одного, вот у мальчика, у младшего у нас, да, есть папа где-то, там есть папа, да, вот. У второго есть где-то мама. И ребенок хочет, он любит второго родителя, независимо от наших отношений ко второму родителю, да, к мужу или к жене, ребенок же любит. Да, к сожалению, дети часто являются заложниками ситуации, когда они ничего не могут сделать, выбрать. Родители разводятся и часто недооценивают, насколько тяжело это для ребенка, насколько, как это потом повлияет, опять же, на его способность строить отношения, доверять, что с этим очень сложно. И, конечно, да, как-то мне тоже понравилось, что вы можете, если вот вы взрослые и вы выбрали себя вести как, мягко говоря, неумные люди и совершаете совершенно глупые вещи, это ваш выбор. Вы можете делать что угодно вообще это, но дети никогда не должны от этого страдать. И правда, что иногда есть пары, в которых, ну, это норма там, какие-то драки каждый день, скандалы, выяснение отношений, швыряние посуды. И там, ну, для нас это хорошо. Как бы у нас такая вот семья. Но дети, когда растут в этой атмосфере, эм, это тоже очень даже влияет на развитие мозга. Вот это, как сказать, когда человек, ребенок формируется в условиях небезопасности. И он в этом растет, и он не может никуда, как-то говорит, как говорится, куда ты денешься с подводной лодки. Он не может никуда уйти. Он действительно заложник ситуации. А родители позволяют себе вести себя очень некрасиво зачастую поступать. Вот. Но если вам обоим это нравится, пожалуйста, вы можете делать все, что угодно. Но понимание вот это ответственности за детей. Ну и вопрос такой насчет детей, которые вот уже в новых семьях, скажем, да, вот как ты бы оценила сложность отношений? Ну, например, что вот есть пары, которые молодые пары, они поженились, и у них проблем море, они поделить много чего не могут, да, а тут еще и ребенок, ну, чужой условно, Да. да, и так далее. Насколько ты бы сказала, что сложнее жить таким парам, у которых есть дети, ну, от другого брака? Я скажу, что вот эти многочисленные сказки про злую мачеху, что они не дыма без огня как бы не бывает, что не на пустом месте они написаны, что зачастую очень так часто бывает, например, если женщина властная, у нее есть ребенок, у мужчины есть ребенок, она вот рулит, они женятся, и получается, что ребенок мужа, особенно если он старший, обслуживает мои желания, желания моего ребенка. Принеси, подай, убери и так далее. Что вот и получается, одного ребенка конкретно угнетают и поступают по отношению к нему несправедливо, а у отца, например, не хватает силы воли как-то что-то ответить, он не хочет провоцировать конфликт, и поэтому он просто молча соглашается, и вот такие вещи происходят.
Моя была позиция, ну, я понимаю, что у нас в нашем случае, что нету такого, чтобы маленькие были детки, уже дети достаточно взрослые. В этом есть свои плюсы и свои как бы минусы, потому что они уже сформировавшиеся люди со своей позицией. Сложнее все, чем просто описать, что, например, послушный ребенок там или непослушный, или отношения родителей, а сам ребенок как относится, и кто для него ты, папа, мама или дядя, или как называть, как это все работает, слушаться, не слушаться. Ну, это кратно усложняет жизнь. И если у тебя есть ребенок, неважно, ты мужчина или женщина, и ты думаешь, что вот я женюсь, выйду замуж, и все классно будет, как бы, да, прям вообще не факт, что найдется тот, кто будет лучше родного отца или лучше родной мамы. Потому что сравнение ведь будет не в пользу. Всегда же ребенку ближе родной папа, родная мама. И ребенок, когда сравнивает, то есть надо быть настолько лучше, чтобы обойти, хотя какие там бы ни были отношения в прежней жизни, скажем так, да, ребенку все равно, ему все равно. Но я бы и сказала бы, что не надо обходить, все остается на своих местах, мама остается мамой, папа остается папой, и их место никто не может занять. Но если у вас сложились близкие отношения, то и у ребенка есть желание называть отец, ну, в таком уже случае, ну, может быть, как бы какая-то форма почитания. Вот. Но в нашем случае, например, мы по именам, как бы дети Виталика называют меня по имени, и мой ребенок называет тоже Виталика по имени. И в принципе меня это абсолютно устраивает. У меня нету из-за этого никакой ревности. Я уважаю это, и я понимаю, что я на это место не претендую, я просто вот папина жена, вот, если все будет прекрасно, и мне удастся стать хорошим другом, то, пожалуй, так, человеку, которому можно довериться и на которого можно опереться в каких-то ситуациях, это наилучший из вариантов. Ну, конечно, родители, мама, папа остаются мамой и папой. Хотя вот ты сказал, и изначально я не соглашалась, когда ты говорил, что часто, когда мужчина там женится на женщине с ребенком, что они остаются семьей внутри семьи, и Ну, в смысле, женщина с ребенком. да, как будто бы и вы вот прям целой семьей так никогда и не становитесь. И я, да, ну, ерунда. Но я понимаю, что да, для этого действительно нужно приложить много усилий, чтобы так не было. И я, например, всегда вот, я всегда помню об этом, всегда это учитываю, и всегда даже есть такой страх, когда вот я накладываю, если вот я там приготовила обед, сразу же правильно нужно приготовить, положить мужчине, и потом дальше вот детям, ну, наверное, по старшинству, не знаю. Иногда просто, иногда вот у меня вот этот контроль выключается, и я просто на автоматизме, и я вообще без разницы. Кто ближе к кухне, тому и положила там. Либо бывает, положил одному, зашел один раньше, берет, нормально, проблем нету. Но так как и вот раньше был такой опыт, когда отслеживалось, кому вот в предыдущем браке, кому я в первую очередь положила еду, то уже так, ой, а это правильно, а это неправильно. И я, бывает, просто на автомате вот там положу своему ребенку, и такая подумала, а вдруг Виталик что-то подумает, что я делаю не то, что нужно было сначала положить вот его ребенку, да, типа вот такое. И я начинаю за эти моменты, что да, приходится учитывать и просто помнить о том, что вот одинаковые отношения, чтобы всегда все было поровну внимания, и чтобы отношения было, как бы не было какого-то, чтобы одного выделяли, а второго ущемляли. Что-то одному поручили сделать, а второму нет. Что если какие-то даже бытовые задания, вот, что там, грубо говоря, один вынес мусор, и второй должен вынести мусор, как-то так. Ну, либо у кого что лучше получается, по талантам. Если у одного прекрасно получается выносить мусор, а у второго, например, пылесосить, ну, можно тогда такое разделение. Но в целом,
чтобы не было так, когда вот один несет ответственность за все, а ко второму там все сквозь пальцы. И это действительно не так и просто отслеживать, даже в природе, сколько есть случаев, когда там птица прилетает, своего птенца, а остальных выкидывает из гнезда. Вот. Либо вот своего, вот я выхожу замуж, мой ребенок, и я весь твой бюджет сливаю на потребности своего ребенка. Мы его запишем на этот кружок, на эту секцию, на это, и получается, что целая семья предназначена на обслуживание желаний моего ребенка и его каких-то потребностей, либо моих амбиций. И такие перекосы есть, нужно быть очень осторожным. Часто и второй брак заканчивается, и третий, и четвертый, и люди пытаются отладить сначала, думая, что все просто. Прям совсем непросто. И многие так и не смогли, большинство не смогли ничего сделать с этим. Да. Просто не смогли. Если ты не решил проблему внутри себя, то сколько бы у тебя не было браков, если осталась проблема, то большая вероятность, что они будут заканчиваться тем же, что нужно разобраться с собой и сначала вот провести эту работу над ошибками, что-то изменить в себе, и только тогда можно рассчитывать на другой результат. С какой целью мы записали это видео и поделились такими очень личными вещами из своей жизни, потому что тема развода очень неприятная, и в большинстве она очень табуированная. Мне лично просто хочется поддержать людей, которые пережили развод, то, что для кого-то просто сухие цифры статистики, для нас это реальные жизни людей, реальные судьбы, на которые развод очень влияет. И просто хочется поддержать, что мы знаем, насколько это трудно, мы знаем, насколько это больно. И просто сказать, что вы в этом всем не одни, что мы тоже через это проходили. И свой отдельный путь какой-то трансформации, осознания, переосознания, осмысления, переоценки ценностей для того, чтобы иметь возможность начать с чистого листа и построить такую семью, о которой ты мечтаешь. И у нас сейчас прекрасные отношения, мы очень счастливы, у нас большая семья, и я действительно очень, как сказать, если можно так выразиться, очень довольна своим выбором, потому что я теперь испытываю то счастье любить достойного человека, с которыми мы живем одними ценностями. И поэтому мне легко и приятно, и у нас не возникает каких-то таких колоссальных проблем. Да и вообще маленьких особо не возникает. Вот. И что бы ни случилось, неважно, у вас какие-то плохие отношения, и там есть выход. Если вы в состоянии развода, и там есть выход, надежда. И если вы уже развелись, тоже есть надежда. Это не значит, что навсегда на вашей жизни поставлен крест, и придется жить со статусом одиночка до конца жизни. Что если есть желание быть с кем-то, построить хорошие отношения, что это возможно. И мы просто вот больше хотели бы, наверное, вселить эту надежду и просто поддержать, что мы знаем, насколько это больно, насколько это травматично, и сказать, что вы не одни в этом, и все рано или поздно кончается, и боль проходит, и все может очень круто измениться, нужно в это верить. Ты подняла такую часть вот насчет того, что если вы уже в разводе и у вас проблемы, но я могу сравнить, знаешь, это с чем? Что, например, вот я заболел, я иду в поликлинику, говорят, она не для тебя. То есть как бы лекарств от этого нет. То есть вот если ты не в разводе, ты можешь полечиться. Тебя все примут, поговорят. Но когда ты в разводе, ну как бы о болезни такой-то нет. Как бы, ну нет вот в списках. И все. И да, у нас хорошо с самого момента знакомства. Это мы, наверное, отдельное видео сделаем о нашем знакомстве.
и все. Но при том, что, ну, я считаю, что нам, ну, повезло, наверное, неправильно так сказать, да, вот, но это милость Бог явил, что для меня это чудо просто, да, то есть никаких шансов, мне уже казалось, что шансов никаких нет, и то, что я вижу вокруг, ну, обычно плохо все это заканчивается, но у нас с тобой хорошо, это просто, Да. ну, как-то вот милость И Божья. этот шаг тоже имеет определенную ценность, и за него нужно заплатить. И чтобы шагнуть в это новое и быть готовым к тому, что близкие могут быть шокированы быть твоим решением, могут не принимать, могут относиться с опаской, ведь уже был какой-то негативный опыт, и все остальное, что там тоже есть свои нюансы, когда ты вот вступаешь, очень по-разному. Когда это похоже на прыжок с парашютом просто. Я понимала, что несмотря на все разочарование, я верю, что где-то есть человек, с которым мне будет легко, с которым мне будет просто, который будет меня уважать, который будет меня любить и ценить, и с которым я буду счастлива. И если Бог даст, нарожаем еще детей и встретим прекрасную старость, окруженные людьми, которых мы любим. Вот чего бы мне хотелось, что как бы мне ни было страшно, я не выбирала одиночество, и я не хотела оставаться. То есть есть люди, которые объективно оценивают свои возможности и считают, что я больше никогда не смогу никому доверять, и сознательно делают выбор, остаются одиночками. Но есть люди, которые выбирают все-таки дать этот шанс себе и быть счастливым. Ну и хочется обратиться к тем, кто, возможно, на стадии развода, или вы уже подумываете об этом, но еще не предприняли каких-то шагов в плане пойти заявление написать в суд или там что-нибудь такое. Возможно, вы вообще об этом молчите, боитесь сказать, если вы хоть посещаете какую-то церковь, неважно какой конфессии, и вы боитесь сказать служителю об этом, да, то есть вы не знаете, что делать, и у вас есть вопросы вообще, как можно выйти с этой ситуации. Да, иногда один открытый и честный разговор, как будто бы нечего терять, очень может помочь, потому что когда я развожусь, и желание держать лицо, что вот я за годы ни одного упрека тебе не сделала, я ни разу тебя не обозвала, я вот, то есть на твоем фоне я просто, вот мне только медали не хватает. И когда я между тем, чтобы наладить отношения и сохранить свое лицо, выбираю сохранить свое лицо, ну, это тоже как бы очень нехорошо. А иногда вот вскрыть вот этот нарыв, один открытый, честный разговор. Это могут быть вот просто, как будто бы вот нечего терять. Все обиды, все претензии, один разговор. А иногда оказывается, что человек даже не догадывался об этом. Чего именно тебе не хватает, чего именно ты хотел, в чем ты нуждался. И когда я больше вот как будто бы не боюсь, уже там не понравится и быть отвергнутой, и вот просто все как есть, все сказала, и тоже и он со своей стороны. Иногда вот обоим вскрыть свои нарывы и рискнуть вот показать свою уязвимость, уже это может помочь. Один открытый, честный разговор. И это может быть очень неприятно, это может быть болезненно, но иногда это единственное, чего не хватает. Ну, я думаю, да. Слушай, мы эту тему можем вообще долго не заканчивать. Наверное, даже это видео, скорее всего, мы разделим на две части, возможно. Посмотрим. Я уже на монтаже гляну. Но кое-что мы уже делали. Из видео у нас есть. Можете посмотреть в плейлистах других. Еще будем записывать. И ждем от вас искренних, вопросов, настоящих, ответы на которые вам помогут. Мы много что уже прошли и знаем, точные ответы на некоторые моменты. Рады вас видеть у нас на канале. Сегодняшний наш разговор был немножко в такой минорной ноте.
Вот. Но иногда, как бы для красивого звучания музыки это тоже надо. И что жизнь — это не только красивая картинка и красивая обертка. Вот. И у нас тоже не всегда все было хорошо, ну, до нашей встречи. Вот. Сейчас, ну, просто все проще, потому что уже мы взрослые люди, и, в Мы общем, обычно понимаем. говорим, что Да, мы знаем цену ошибки. да, Мы настолько, может быть, мы дуем на воду, грубо говоря, да, уже, да, ну, еще что-то. И как-то мне дочка сказала, ну, вам повезло, вы одинаковые, как бы вот все у вас потому хорошо, но мы прям совсем разные. да. Она не понимает, Но у меня сколько при этом усилий было надо четкое было. понимание, чего я хочу. Уже когда я наконец-то разобралась в себе, поняла, кто я и что для меня действительно важно и ценно, и тогда я уже поняла, какой мне нужен человек. Вот. И это помогло мне разобраться, и я встретила человека, которого я искала всю свою жизнь. Вот. Поэтому еще будет много впереди, расскажем классную историю нашего знакомства, хотя мы были выпуски, где мы уже об этом рассказывали, но Ну, немножко было поверхностно. На самом деле, это просто отдельное чудо от Бога в мою жизнь, и я бы отдельно это дело да, бы... и жизнь, наверное, более подробно рассказать о жизни в повторном браке, особенно если у вас будут вопросы об этом, обязательно задавайте, и мы тогда постараемся как можно быстрее ответить на ваш вопрос и записать видео. И до скорых встреч. Пока-пока. Люблю тебя, жена. Я тебя люблю. Спасибо тебе за разговор. Мне очень понравилось. Как обычно, мы вечером с тобой. Правда, обычно без камеры. Но сегодня на камеру.